Если мы осветлим вот эту прядь, то мы можем получить четкий стык. Регулярно, аккуратно соблюдай технологию, указанную производителем, и будет вам счастье. Передерживать не надо. Мы сохраняем качество волос, а качество для нас первично. Мелирование, эйртачи, шатуши, любые технически сложные работы, где мы сочетаем натуральные волосы и обесцвеченные волосы, тонируем прикорневую зону 1,5-2 см. Сегодня у нас будет эйртач, контуринг, блонд. Друзья, привет! Давно не было у нас роликов, связанных с непосредственно окрашиванием, теория до теория. Дождались? Сегодня у нас будет эйртач, контуринг, блонд. В общем, много интересного, поэтому проверьте, подписаны вы на канал или нет, и мы начинаем. Что мы будем делать сегодня? Тот самый любимый, обожаемый, всеми желанный эйртач, но не в полном объеме. И еще, если этот ролик наберет 5000 лайков, то мы в одном из следующих роликов разберем эйртач по полочкам, схемы, что и как наносить, составы, чем работать, фольга, упаковка, конверты, в общем, все секреты мы сможем разобрать, но 5000 лайков, вы поняли? Поэтому сначала лайк и смотрим. Что же нам потребуется сегодня? Ну, во-первых, наверное, клиент с уже ранее сделанным окрашиванием эйртача. Делали мы его Вике полгода, может 7, а может 8 месяцев назад. Вика уже стриглась, уже тонирование все смылось, потому что до этого мы обещали затонироваться и не затонировались, да? А, кстати, про тонирование. Вы посмотрели ролик? Как тонировать волосы, не затрагивая натуральную базу? Если не смотрели, вот здесь будет ссылочка. Перейдите, посмотрите. Если у вас нет специализированного красителя, этот метод вам подойдет. Возвращаемся. Прошло, значит, время. Нам нужно получить светлый контур. Нам нужно сделать пряди у лица, пряди у висков. Немножко подхватить нижнюю зону, чтобы при собирании хвоста у нас не было темного сильно затылка. И, естественно, закамуфлировать совсем незначительную, но седину и рассветлить макушку. Это и называется контуринг, то есть то самое окрашивание, которое мы применяем в случае, если у клиента нет возможности просидеть целый день на эйртаче, нет, допустим, финансовой возможности, а эйртач это достаточно дорогостоящее окрашивание, трудоемкое, материалоемкое и, в общем, все емкое. Ну и, соответственно, создать быстрый, яркий, красивый эффект. Что нужно сделать перед тем, как окрасить волосы? Естественно, желательно сделать уход для волос, который Вика уже успела сделать в соседнем салоне. Да, это тоже мастер, кстати, на минуточку, видите? Я тоже с мастерами работаю, не только с клиентами. Вот, сделали уход на волосах и вытянули их феном. Сейчас мы их будем прорабатывать еще также и утюжком. Мы используем паровой утюг Steampod для того, чтобы максимально хорошо разгладить структуру волоса и при выдувании пряди, чтобы волоски за собой не тянули соседние и выдувались максимально чисто и ровно. Ну и дальше состав, фольга, планшет и разберем, какими материалами и инструментами мы будем работать. Первое, что нам нужно, это приготовить большое количество зажимов, любых и разных. Желательно, чтобы зажимы были с вот такими силиконовыми вставками. Они прекрасно держат пряди, но большие крабики помогут нам зажать сектор и не позволить ему никуда выскочить. У нас не будет классического разделения, мы будем выделять исключительно те зоны, которые нам нужны, визуальные, фронтальные линии, но эффект вы получите практически полноценного окрашивания. Идем месить состав. Вот такая вот куча батарея осветляющих продуктов у меня есть. Давайте разберем по полочкам, кого можно и кого нельзя использовать в данной технике. Крем от компании Wella Blond Me. Шикарный совершенно продукт. Мягкий, щадящий, достаточно мощный. Использовать можно. Моя любимая пудра от компании Schwarzkopf Blond Me 9+. Использовать нельзя. Продукт разбухает, набухает, умягчается и может протечь под фольгу. Убираем. Порошок от компании Wella, классический блондор. Использовать можно, но не рекомендую, потому что его степень осветления недостаточно высока и он может оставить желтоватый фон осветления. Порошок от компании Monet Professional Flashlight поднимает до 9 тонов, не разбухает, не течет, не повреждает волосы, поскольку в него также встроена технология бондинг защиты, то есть, грубо говоря, Olaplex. Остается сделать выбор между пастой и порошком. И выбор у меня падает сегодня исключительно на порошок от компании Monet по причине того, что он достаточно пластичный, экономичный, мощный и при этом очень хорошо начисто осветляет волосы и не повреждает стык между ранее осветленными волосами и неокрашенными.
Сразу не будем смешивать большое количество продукта, поскольку будем идти на повышение процента. Начинаем мы с 3% окислителя, потом перейдем либо на 4,5, смешав 3,6 пополам, либо непосредственно на чистую шестерку для самых последних прядей. Начинаем с 3%, 25 грамм порошка и 50 грамм окислителя. Смешиваем продукт и давайте остановимся на фольге. Какую фольгу лучше использовать? В принципе, идеально подходит рифленая фольга от компании, допустим, Framar или Hairfoil, но у меня фольга обычная, простая, тонкая. И ключевое слово здесь тонкая, не более 16 микрон. Используя фольгу 18, 19, 20 микрон, вы рискуете получить слишком упругий, толстый, плотный конверт, который просто у вас не будет нормально складываться, пружинить будет и может еще и съехать с волос. Следующий момент. Использовать планшет или нет? В определенных секциях мы будем использовать планшет. У меня он тонкий, карбоновый, достаточно гибкий, легкий, мягкий по ширине фольги. Использовать можно, использовать удобно. Брать широкие или узкие планшеты и еще планшеты, имеющие вырез на краевой части, не рекомендую. У вас будет некрасивый, неаккуратный и не совсем четкий, скажем так, отступ от корня. И может образоваться залом или состав может протечь. Ну и еще один немаловажный момент. Какими кистями работать? Кистей должно быть много, по той простой причине, что мы работаем кистью по ширине пряди. Это может быть более узкая кисть, это Framar. Это может быть самая узкая кисточка с расческой от компании Londa, либо Vella. Либо это может быть так называемая лопата. Это у меня хоть и убитая, но при этом любимая кисточка от Pro Blond, это Framar. И, кстати, на минутку, Framar сыпется, Pro Blond нет. Делайте выбор, вашу любимую кисть можете написать в комментарии. Вот что такое сыпется кисть. Видите? Это происходит с кистью от Framar. А вот кисть, вот Pro Blond. 1, 2, ни одного. Ни одного. Поэтому не всегда дорого, значит хорошо. Ну и, конечно, расчески-хвостики. Мои любимые расчески — это расчески от компании US Park, сверхтонкая, либо более широкая, но с удлиненным хвостом. Почему удлиненный хвост? Если мы будем с вами работать в каких-то секциях без использования планшета, подворот фольги на длинном хвостике получается максимально точным, четким и ровным. Ну а тонкая поможет нам идеально прочесать прядь для того, чтобы слои разделились безупречно. Ну а еще я вам хотел рассказать, что... Для того, чтобы сделать контуринг, нам, соответственно, нужно выделить контур. Височно-боковые зоны, затылочную зону, низ затылочной зоны, ну и, естественно, фронтально-теменную. Как мы их выделяем? Здесь не нужны особые схемы. Височная впадина, горизонталь, параллельно краевой линии уходим за ухо. Продлеваем эту линию по краевой, снимаем ровно по затылочной зоне и повторяем ту же самую историю справа. У нас остается верхняя секция, которую мы елочкой, то есть параллельно краевым линиям. У тебя елочка или не елочка? Нет, там никого. У нее не елки, не палки, там, ладно. там. У нее прямая краевая линия, но мы ее потом превратим в елочку чуть дальше. Проработаем также зону у лица, дадим максимальное рассветление во фронтальных прядях и мягко рассветлим так называемую шляпную или фронтально-теменную зону. Итак, мы выделили наши зоны, протянули их утюгом, не стали протягивать волосы утюгом полностью по всей голове, по той причине, что потом нам нужно все равно это будет все мыть и тонировать. Приступаем с затылочных зон. Здесь мы делали, очень давно и очень мало. Как видите, здесь отросло все капитально. Будем прорабатывать длинный слой. То есть, что такое длинный слой? Это длинные волоски, из которых мы уберем короткие, темные. А вот что касается уже височно-боковых и фронтальной линии, мы будем работать в среднем слое, то есть выдувать вот эти вот волосы и красить уже их, но тоже с маленьким нюансом. Приступаем.
Начинаем работать с самых нижних горизонтальных секций. Работать будем очень тонкими проборами 3-4 мм на планшет. Берем прядь, держим ее практически возле концов. Включаем холодный воздух, чтобы не обжечь клиента. Ставим в корень и включаем. Мы разделили волосы на короткие и на длинные. Есть такая штука, называется баланс. Что такое баланс? Это соотношение того, что мы убрали, и того, что у нас осталось. Остаться в руках должно меньше, чем то, что мы убрали. В этом случае у нас практически не будет границ на прикорневой зоне. Берем планшет, заворачиваем, отделяем, ставим и, соблюдая натяжку, фиксируем планшет. Ищем неположенную на месте рабочим кисть и только после этого наносим близко к корню, но не совсем в стык. Количество состава должно быть достаточным, не должно быть мало и не должно быть много. Здесь у нас практически не осталось, скажем так, ранее осветленных кончиков, потому что кто-то стригся, кто-то что-то срезал. Ну да-да. Теперь снимаем планшет, закрываем раз, закрываем два. Можно проверить, чтобы у нас нижний край конверта не был выше, чем верхний, но в принципе это видно даже сверху. Делаем так называемый замок, чтобы прядь не уехала, и исключительно по ширине пряди заворачиваем конверт. Легкий доворот, и конверт у нас зафиксирован. Следующая прядь 3 мм. Держим, смотрим, где у нас уже начинают выпадать волосинки. Приставляем, включаем, проверяем баланс. Выдули больше, в руках осталось меньше. Раскрыли, поставили и накрыли. Если у вас образуются вот такие вот маленькие петельки, с ними можно очень легко справиться. Проводите расческой и ставите расческу за планшетом. В этом случае ни одна петелька у вас не попадет в фольгу. Здесь у нас уже есть осветленные кончики, поэтому сильно на них не заезжаем, а немного растушевываем состав на концах. Порошок от бренда Monnet не повреждает сильно ранее обесцвеченные волосы, поэтому за вот эти микростыки можно не переживать. Сняли планшет. Нам нужно изолировать вот этот кончик. Закрываем чистой стороной, потом закрываем. Делаем замок и по ширине фольги закрываем конверт. Точнее, не по ширине фольги, а по ширине пряди. Раз, и зафиксировали.
Теперь переходим на затылочно-боковые зоны, также на контур. Работаем параллельно краевой линии, то есть как у нас волосы растут, также фольгу мы и располагаем. Выделяем прядь 3-4 мм, не больше. Остальные волосы закрепляем. Почему нам и нужно большое количество зажимов? Берем прядь. Вот эти волоски можно будет подхватить отдельно. Покажу сейчас, как это делается. Берем прядь, продуваем. Вот эти короткие прядочки, мы их можем подхватить вручную и продуть второй раз, но уже поближе к корню. Проверяем баланс. Видим, что у нас ушло больше, чем осталось. И сейчас поработаем без планшета. Я очень люблю так называемый прием реверсивного нанесения. То есть мы фольгу подкладываем в противоположную сторону того места, точнее того направления, куда мы выдували. Выдували по направлению роста волос, фольгу подкладываем в обратную сторону. Мы подбираемся тем самым максимально близко к корню, и наша голова выступает в качестве планшета. Когда вы работаете самостоятельно, такой метод нанесения более удобный. Если вы заворачиваете прядь на 3 оборота, то замок уже ставить не обязательно. Видите расстояние? Отворачиваем наш хвостик согнутый и переупаковываем. Идеально. Если прядь длинная и вам мешает, замок поставить можно, но это уже не обязательно. Закрываем конверт по ширине пряди. Если у клиента достаточно активный короткий слой, то есть что значит активный? Его много, он пушится. Всегда можно выдуть прядочку и попросить клиента подержать эту прядочку, помочь вам. И в этом случае работа будет максимально чистая. И клиенту весело, и вам попроще. А то сидеть без дела, понимаешь, это несколько часов. Разминаем ручки, занимаемся пилатесом. Ну и еще. Поскольку такие окрашивания, давайте честно, выматывают мастеров, просите клиента развернуть голову так, чтобы работать было удобно вам, как мастерам. Клиент потерпит 2-3 часа, а вы себе спину сломаете на всю жизнь. Как часто ты ходишь к массажисту? Хожу. Раз в неделю в среднем. У меня не получается раз в неделю. Итак, мы набрали затылочную зону. Почему, опять же, мы начали с затылка? Потому что волосы могут успеть осветлиться максимально быстро. Мы никогда не знаем, какие процессы происходят в женских организмах. И в случае чего очень удобно смыть. Первая затылочная, левая височная, височная. Не височная, заушная. Левая заушная и правая заушная зоны. Готовы. Теперь мы переходим на левый и на правый висок соответственно. Работать мы будем от краевой линии, точно так же, начиная от самых первых прядей, параллельно краевой линии, да, то есть параллельно тому, как наши волосы растут от лица. Для чего нам нужно такое распределение фольги? Если мы фольгу поставим горизонтальными рядами, да, вот так, волосы распадаются, и мы видим все начала границ. Когда фольга стоит более вертикально, то граница фактически отсутствует. То есть получается бесшовное, мягкое, прозрачное окрашивание. И вот здесь как раз таки мы будем сейчас работать в среднем слое. Это намного интереснее. Итак, четенько, абсолютно ровненько и гладенько, без всяких левых волосков, которые у нас могут попасть не туда, выделяем наш висок.
Песок мы выделяем так, как нам хочется. Схема, да, схема это замечательно, это хорошо, это удобно, но схема в большей степени это расположение, распределение фольги. Здесь же нас интересует баланс и распределение прядей. Выделяем первую, самую-самую тонкую, практически 3 мм прядь, параллельно краевой линии. Остальные волосы обязательно закалываем, чтобы они нам не мешали. Захватываем ее пальчиками и смотрим, сколько у нас здесь блонда, сколько у нас здесь темного, и анализируем, что мы хотим получить. Много светлого, мало светлого и вообще в каком это виде может быть. Как проводим анализ? Захватили прядь ближе к концам, поставили фен в корень, включили. Подтянули кучу всяких мелких волосков, поняли, как делать не надо, и переделываем заново. Виски это такое дело, они имеют свойство ломаться, быстрее выпадать, регенерироваться, и поэтому здесь количество вот этого пушкового волоса, молодого, обновившегося волоса, оно максимально. А работать нужно вдвойне аккуратно. Продули и смотрим. У нас получается баланс плюс-минус 50 на 50. Если мы сейчас осветлим только вот эти вот коротенькие волоски, то мы можем получить, ну скажем так, не совсем равномерное рассветление. А вот если мы рассветлим здесь прикорневую зону вот этих вот длинных волосков, то мы получим более равномерный цвет. Кроме этого у нас есть негодяйские природные белые волосины, которые должны соединиться с этим блондом и дать нам максимальный эффект осветления. Фольгу для таких участков лучше брать покороче. Можно даже по старинке сложить ее руками, подставить также руками в реверсивном направлении. То есть еще раз, что такое реверсивное направление? Выдули вперед по направлению роста. Видите? Здесь волоски растут вниз, здесь чуть-чуть назад, но мы их принудительно вывернули. Немного вычесали, чтобы у нас не попали короткие волоски в фольгу. И наносим, не перебарщивая с составом, не заезжая на ранее осветленные, четко, ровно. Хвостики чуть-чуть убираем в сторону, закрываем раз, закрываем два, разворачиваем, смотрим на стык, ставим замок и по ширине пряди немножко трапецией закрываем наш конверт. Все, прядь зафиксирована. Следующая прядь. Опять анализируем. Здесь у нас меньше, здесь больше. Нужно еще больше продуть прядь. Берем дальше кончиком и дуем повторно. Посмотри, как в зеркале хорошо видно. Ну-ка, разверни камеру. Наш старый блонд и наш отросший корень. Здесь встает вопрос. Баланс мы соблюли. Какую часть осветлить? Эту или эту? Если мы осветлим вот эту прядь, то мы можем получить четкий стык. Вот видите, это все белое, а здесь резко появится темный, поэтому пока все равно прорабатываем тут. Я абсолютно не настаиваю, что это окрашивание может быть понятно новичкам или даже мастерам, которые, ну скажем так, недавно работают. Поэтому, если хотите полноценный разбор, вы помните, 5000 лайков и AirTouch от и до будет для вас разобран на моделях со схемами, с рисунками, примерами и всем, чем только можно. Также по ширине пряди небольшой трапецией закрыли конверт. Движемся дальше.
И сейчас перейдем уже на следующих прядях к среднему слою. Ну вот мы и подобрались к пряди, в которой мы будем работать в среднем слое. Почему у нас не получилось это сделать с передними прядками? Да потому что регенерация прошла достаточно интенсивно, длинные волоски выпали, какие-то волоски заменились, выросли заново, и у нас потерялся, так сказать, природный первичный баланс волос. Мы берем прядь, продуваем ее в зеркале. Видно четкий отросший блонд. И видно наш выдув. Теперь мы берем блонд, изолируем, заново захватываем наш средний слой. Вы видели, да, количество блонда, которое отросло? Примерно столько же, плюс чуть больше, мы откладываем на нашей пряди средней длины и выдуваем самые короткие волоски. То есть мы разделили прядь на 3 слоя. Длинный, средний и короткий. Короткий не красим, длинный не красим, красим средний. И видите, что здесь практически не осталось у нас ранее осветленных блондинистых волосков. Самые-самые кончики. Спокойно прокрашиваем всю прядь от корней до концов. Длинный слой прячем внутрь конверта, чтобы он нам не мешал. Продолжаем по прядям слева и потом также справа. Еще раз, мы всегда можем отчесать наш короткий слой. Это очень удобно именно при реверсивном нанесении фольги. Угу. А вот знаете, о чем сейчас разговаривали два парикмахера? О том, какой самый супер-мега сильный, крутой, долговременный уход для волос можно придумать. И оба пришли к одному. Долговременного не бывает. Маски, кондиционеры, шампуни, сыворотки. Подберите продукт по вашему типу волос. Это может быть как супердорогой бренд, так и абсолютно приземленно дешевый. Просто используйте его регулярно, аккуратно, соблюдая технологию, указанную производителем, и будет вам счастье. Хотите? Ладно, я запишу, обещаю. Но это будет очередной болтливый ролик, где я буду сидеть и просто рассказывать, потому что скупить вот такой вот ворох продукции, ну, I'm sorry, ребят. Это я не знаю, сколько десятков тысяч мне нужно, чтобы все это купить, еще и попробовать на ком-нибудь. Не, Вика не против была попробовать, но боюсь, у нее волос не хватит испробовать всю косметику. А мы переходим на правый висок. А еще, ребят, вас еще больше с каждым днем, уже целых 35 тысяч, это дико приятно. Если вдруг кому-то в комментарии не успел ответить, извиняюсь, не могу осилить это время физически. Ну а чтобы такого не было, давайте наберем 50 тысяч подписчиков и устроим прямую трансляцию, многочасовую, с ответами на ваши вопросы, со всеми комментариями, разборами техник, всеми интересующими вас темами. Буду сидеть с палитрами, с клиентами, с
мастерами с кисточками и расческами в зубах рассказывать на все, что только не спросите. Ну ты понял, да? Проверь, подписался, нет? Итак, мы уже набрали височные зоны, затылочные зоны и переходим к зоне челки и макушки. Смешали новый состав. Сейчас у нас это тот же самый порошок Мане, но уже на 4,5%. Мы смешали 3,6 пополам, потому что у нас идет время, нам нужно немножечко ускориться. И как мы будем действовать? Распускаем наши прекрасные волосы. И хоть краевая линия у Вики максимально ровная, все равно мы будем стараться развернуть наши пряди немножко елочкой. Для чего мы это будем делать? Чтобы когда будем раскрывать пробор, у нас не получилось вот таких вот горизонтальных ровных полосок. Чтобы когда прядь стояла под углом, граница максимально сильно смешивалась. Чтобы получить такой эффект, нам придется чуть-чуть заморочиться, но потом будет намного легче. Мы берем наш центральный пробор, от него снимаем маленькую тонкую прядочку, ставим ее под углом, следующую под углом и получаем уголок, елочка. Но будет еще смещенный центр, об этом чуть позже. Итак, в контуринге нам важно получить максимально яркий и светлый блонд у лица, как можно меньше темного, как можно больше светлого. От центральной точки к височной впадине выделяем тончайшую прядь, захватываем ее максимально близко к корню, продуваем, фиксируем. Видите, что мы убрали совсем мало волосков коротких и очень много волос оставили в руке. Берем нашу фольгу, подворачиваем, но не так, а наоборот, чтобы подворот был снизу. Кладем в обратную сторону, счесываем коротыши и наносим состав. Следим за тем, чтобы у нас не попадали осветленные кончики. Закрываем раз, закрываем два, переворачиваем. Видите, у нас сместился край. Отвернули и перезавернули заново. Закрываем трапецией по ширине пряди. Раз. Два. Следующая прядь. Опять же, от центрального пробора к височной впадине выделяем 3 мм. Захватываем прядь также близко к корню, но совсем чуть-чуть дальше, чтобы выдуть немного больше коротких волосин. Продуваем. Перехватываем мизинцем, тем самым блокируя эти волоски, чтобы они не поднимались у нас снова. Фольга. Подставили. И в этом случае мы опять можем очень удобно все отчесать лишнее. Ну или попросить клиента придержать пальчиком. Угу. Наносим состав. Смотрим на конце и видим, что у нас здесь темного больше, чем светлого. Осветляющий продукт достаточно щадящий. Ничего с волосами страшного не произойдет. Супер обесцвеченных концов у нас тут нет. Раз, два, переворот. Смотрим. Открываем. Перезакрываем. Запечатываем. Выдерживаем угол. Маленькая трапеция. Или самолетик, или конвертик. Все. Следующая прядь готова. Далее начинаем смещаться немножко вправо, для того, чтобы увести начало границы пряди. Раз. Два. И смотрим. Большое количество блонда в концах. Все. Такой момент у нас уже не прокатит. Поэтому начинаем переходить в средний слой. Эту же самую прядь держим за концы.
длинные слои убираем. Почему у нас получается так, что у нас здесь есть и темные, и светлые пряди? Волосы были подстрижены, концы были изменены по соотношению блонд и темный. Получается вот такая легкая неразбериха, поэтому рекомендую стричь волосы после процедуры окрашивания или коррекции AirTouch, а не перед. Но здесь уже этим занимался не я, да? Угу. Тебе смешно, а мне красить. Берем прядь, захватываем ее недалеко от корня, убираем короткий слой, перехватываем, получили разделение, берем фольгу, подставили, отчесали и красим уже практически полностью темные волоски. В таких случаях, как у Вики, иногда, возможно, потребуется ретушь прикорневой зоны, смягчение, так сказать, границы. Связано это не с тем, что мы не соблюли баланс или просто что-то сделали неправильно. Просто дело в том, что свои волосы достаточно темные, где-то между 6 и даже, может быть, тяготеющим к 5 уровню глубины тона, а прядки у нас будут на 10 уровне глубины тона. Более 3 уровней разницы приводит к тому, что у нас получается достаточно контрастный яркий переход, и где-то, может быть, сантиметр от корня мы заретушируем на уровне 8. А может быть и нет, но это мы посмотрим уже после того, как все смоем и перейдем к тонированию. Сейчас мы переходим на правую сторону, начинаем от короткого и потом также смещаемся чуть-чуть за наш центральный пробор. И тем самым мы постоянно меняем линию начала пряди и разбиваем границу корней. Если говорить про коррекцию AirTouch или контуринг, или про работу в разных средних слоях, основываясь на методах одного человека, с чьим именем эту технику, скажем так, связывают, нужно дуть вверх, потом дуть вниз. Я вам могу объяснить, почему я не дую сначала вверх, потом вниз. Мы работаем по направлению роста волос. Мы держим прядь, мы продуваем волоски по направлению роста, то есть в данном случае вправо. Продули. Длинную прядь аккуратно увели. Я держу то, что выдул, по направлению. Вот смотрите, как растут корни. Корни растут вниз. Туда же мы прядь продули. Длинный слой убрали. Эта прядь находится в комфортном для нее положении. Теперь мы берем эту прядь и также повторно в направлении роста волос выдуваем самый короткий слой. Перехватываем его. И также оттягиваем. И у нас вот эти волосинки более послушные. Они лежат чуть лучше, чем если мы их сначала убрали в одну сторону, в обратную, противоположную, неестественную для волоса, а потом в другую. Сейчас еще раз ее просто продую более наглядно. И упакую в очередной конверт с фольгой. Не с фольгой. Кстати, ребятушки, а вот сюда вот смотрите. Ничего вам не напоминает вот этот момент? Темные полосочки на фольге. Знаете, что это такое? Это окисление. Поэтому фольга окисляется. А хвостик расчески нет. Итак, мы подбираемся к нашей топовой зоне. Это наша макушка. Как она будет у нас сделана? У нас есть начало нашего прямоугольничка, так сказать, квадратика, ромбика. Мы просто завершаем его в одну сторону. То есть мы сейчас параллельными прядками вот сюда до, скажем так, точки, которая находится ниже макушки, наберем еще 5-7 слоев.
Выдержим, смоем и будем тонировать. Мы закончили набор наших прядей. Закончили мы на топовой зоне, как я и говорил. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с нашими первыми прядками. Потому что возможно, что мы будем их смывать и раньше. Мы не будем передерживать, чтобы не повредить структуру волос. Открываем, заглядываем, смотрим. Очень светло-желтый, и это радует. Можно подержать еще минут 10-15 и смывать. Ну вот последние минуты выдержки затылочной зоны у нас прошли. Сейчас мы все аккуратненько здесь заколем, закрутим, смоем затылок, нанесем на него стабилизатор для того, чтобы полностью завершить процесс окрашивания. Немножечко погреем наш верх через клемазончик и будем уже смывать все и приступать к тонированию. Идем на мой. И заметьте, мы не дотягиваем наш фон осветления до безумных 12-14 уровней глубины тона, потому что общий цвет у нас находится на 9-10 уровне. Фон получаем такой же. Передерживать не надо. Мы сохраняем качество волос, а качество для нас первично. А то есть некоторые мастера. Фотка красивая, цвет шикарный, все замечательно. Месяц-два, и волос нет. А потом что делать? А потом наращивать. Смотрели ролик про наращивание? Он прикольный, а вы его недооценили. Зайдите, посмотрите, лайк поставьте. Ну и на наш ролик тоже лайк. Вообще не придумали, конечно. Отправьте меня на Марс, пожалуйста. Ну, 30 seconds to Mars. 10, 9, 8, 7. Кстати, а вы любите Джареда Лето? Я тут недавно решил послушать его песни, надеялся, что мне что-то понравится. Не зашло. Кстати, какая у вас любимая группа? Что вы любите слушать, кстати, в плане музыки, когда работаете в салоне? Напишите в комментариях. Можно. Это называется, мы решили сделать немножечко контуринг. В итоге у нас полные виски, затылок и почти вся макушка. Третья AirTouch готова. И переходим на другую сторону, потому что у нас и второй висок тоже уже готов. Все, время выдержки у нас прошло, смываем все, моем шампунем для окрашенных волос, наносим стабилизатор и приступаем к тонированию. А такого тонирования вы давно не видели на канале. Идем. Чуть-чуть я заговорился про шампунь, не для окрашенных волос, а мы возьмем Fiber Infusion. Он идеально вычистит волосы и наполнит их кератином, немножко заполнит структуру более пористого и поврежденного волоса и позволит нам положить оттенок тонирования максимально ровно. Вы очень много раз спрашивали по поводу любимых и качественных и эффективных средств по уходу за блондом в домашних условиях. Fiber Infusion. Это реально must-have для практически любой блондинки. Промыли волосы шампунем и тем самым post-color treatment, который был в прошлом ролике, закисляем и восстанавливаем структуру нашего волоса. Наносим и выдерживаем не менее 7 минут, а лучше 10. Не часто я работаю моим любимым Vibrance от компании Schwarzkopf, но сегодня тот самый случай. Потому что еще раз могу проговорить, что именно краситель Vibrance, именно гелевый Vibrance, новый, с окислителем 1,9%, также гель, не работает на натуральные волосы. В прошлом ролике я рассказывал, как можно заставить краситель от бренда Londa, допустим, да, Ammonia Free, либо же стойкий классический краситель заставить работать в щадящем режиме и не затрагивать натуральную базу, но это все вариации. Данный продукт
изначально предназначен и создан для того, чтобы не затронуть натуральную базу, не затронуть наш дизайн. Соответственно, мелирование, AirTouch, шатуши, любые технически сложные работы, где мы сочетаем натуральные волосы и обесцвеченные волосы, идеально тонировать Igora Vibrance гель. Наша сегодняшняя пропорция будет следующей. За основу мы кладем оттенок 9,5, 49, очень светлый блонд бежево-фиолетовый. Его у нас будет 50 грамм. Льем, 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 выдавливаем последние граммы. И мне чуть-чуть не хватило, сейчас домешаю еще. Угу. Есть. Оттенок 9,5-4, очень светлый блонд бежевый в количестве 20 грамм. Вы понимаете, да, насколько сильно интенсивно идет у нас работа, что у нас тюбики с красителем заканчиваются, не успеваем мы их открыть. Благо запасы есть. А вы любите создавать товарные запасы у себя в салоне? Я, например, не могу, если у меня нет запаса. А больше всего не может Кристиночка. То есть вы поняли, она себе дома делает запасы, если вдруг что, чтобы на работе наших запасов не хватит, можно было доработать. Ну и еще 20 грамм, 9,5-1, очень светлый блонд пепельный. 90 грамм красителя, 90 грамм окислителя, 1,9% гель. Пропорция смешивания красителя с оксидом 1:1. На ранних кадрах вы могли заметить, что цвет у Вики не супер белый, он не супер платиновый, он не белоснежный, поэтому мы не используем никаких рассветлителей, но если ваша клиентка ультраплатиновая, сверххолодная, абсолютно прозрачная, есть вот такая чудесная вещь. 0,20. Это клир прозрачный. Добавляя его в оттенок 9,5, вы можете его превратить в оттенок 10,5. Если у вас нет оттенка 9,5, возьмите 9 или 8, разбавьте с клиром и получите повышение уровня. А мы идем готовить нашу голову чудесную, смывать с нее стабилизатор, просушивать и наносить краситель. Итак, выдержали 10 минут стабилизатор на волосах. И как у меня уже тут спросили в новом ролике, что это такое? Ребят, это не шампунь-стабилизатор цвета, это стабилизатор окрашивания. Это, грубо говоря, бальзам-кондиционер с кислым pH, который восстанавливает структуру волоса, закрывает чешуйчатый слой, выводит из него все щелочные компоненты и приводит, скажем так, волос в нормализованное состояние. Это специальный отдельный продукт. Он есть у Веллы, он есть у Лонды, возможно, есть еще у каких-то брендов. Но, если у вас его нет, возьмите тогда, используйте маску максимально кислого pH, также в районе 3-3,5. Промываем, но не на 100%, оставляем немножко продукта на волосах, немного просушиваем и приступаем к нанесению тонирования. Сейчас мы это все немножко рассушим, потом расчешем и будем тонировать. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Смогли ли мы соблюсти баланс? Что такое баланс? Это наличие четких, жестких граней в прикорневой зоне. Четких граней нет. Это хорошо. Это поможет нам максимально мягко все это дело затонировать. Есть небольшие, чуть-чуть недоосветленные участки, которые связаны с тем, что чуть-чуть сдвинулась фольга. Это нехорошо, надо бы по-хорошему заретушировать. Но дело в том, что эти точки находятся на уровне как раз-таки между 9 и 9,5, и поэтому наш цветовой коктейль, который мы не рассветляли, сделали именно на том самом уровне, сможет их идеально перекрыть. Поэтому мы сейчас тонируем прикорневую зону 1,5-2 см, выдерживаем 15 минут, после этого распределяем цвет по длине и получаем абсолютно плотный уровень 9-9,5 на прикорневой зоне и 9,5-10 на длине, поскольку мы уменьшим время выдержки и нанесем на влажные волосы. Вот хотел без перчаток работать, и такая, нет, это день перчатки, день перчатки. Vibrance мягкий, можно работать и без перчаток. Ну даже щелочей нет. Ну ладно, так и быть. Уговорила. Выделяем прядь, слегка прочесываем, распределяем тонирование вместе с корнями. То есть еще раз корень и еще раз вся прядь. Уже до самых кончиков. Нанесли.
И чуть-чуть прочесали. Не забываем, что у нас были прядки и по контуру снизу. Поэтому прорабатываем все вместе. Ну а те участки, которые мы не рассветляли и не красили, мы нанесем прямо на мойке вместе с водичкой буквально на 5 минут. Мы нанесли корни, повторно нанесли корни плюс длину на свежеокрашенных участках, выдерживаем 10 минут и смываем и сушим. Все, мне быстрее мне уходить нужно, мне к ребенку. Ну, в общем, вы поняли, мы остались без результата окрашивания, потом как-нибудь в каком-нибудь ролике увидите. Всем пока. Все, я поехала. Пока. На самом деле она правда побежала в соседнее помещение, у нее там свой салончик небольшой. Но, тем не менее, убежала. Будем надеяться, что вернется. И все-таки вернули мы ее на место. Время выдержки прошло, и мы смываем наше окрашивание, тонирование точнее. Сейчас будем делать еще и репигментацию, которую мы делали в одном из роликов, где разбирали блонд без порошка. И после того, как сделаем репигментацию, посушим всю эту красоту, и вы увидите, как контуринг, то есть неполное окрашивание, может изменить весь общий вид. Давайте еще раз вспомним, что такое репигментация. Это воссоздание недостающего пигмента в наших волосах по краевой линии роста, то есть это возле лба, на висках, возможно даже иногда на затылке. Волоски максимально тонкие, максимально мягкие и осветляются безумно хорошо. Смывать раньше времени одну переднюю прядь не совсем удобно. Мы ее осветлили, она у нас получилась предельно белоснежная, на других волосках было золото. Нам необходимо это золото компенсировать. Еще раз берем желтый или предпигментатор, называйте его как угодно, суть от этого не меняется, от бренда Olin, в количестве несколько капель, практически на полную миску воды. Получаем желтенькую жижу и кисточкой наносим на наши самые-самые бывшие светлые краевые участки. Там, где мог просесть наш бежево-фиолетовый 9,5-49, мы наносим совсем небольшое количество репигментатора, выдерживаем его буквально несколько секунд и смываем водой. Я думаю, не стоит говорить, что у Вики было не платиновое окрашивание. Ее изначальный цвет AirTouch был на уровне девятки. Это был беж. Соответственно, мы подгоняем наш цвет свежеокрашенных волосков к тому же самому бежевому. Можно попробовать увидеть в мокром виде. Но проявится это все исключительно в сухом. Снова стабилизатор окрашивания. 2 минуты. И сушим. И да, я не смываю краситель Vibrance шампунем. В данном случае нам это не нужно. Краситель у нас лег максимально ровно, pH у него и без того кислый. Мы добавляем кислый продукт сверху. Реакция остановлена полностью. В завершение окрашивания используем спрей 0,4. Это спрей-маска от бренда Monet. Содержит в себе кератиновые уходы, растительные компоненты, бондинг-структурные компоненты. Помогает и волосы восстановить, и облегчить расчесывание, и ускорить сушку. Ну что, полголовы покрасили, а ощущение такое, что выкрасили все. Именно поэтому контуринг — это такая универсальная спасательная штука, которая экономит ваше время, финансы клиента, трудозатраты и все на свете, но дает очень даже крутой эффект. Сейчас мы это все еще красиво уложим, и вы все увидите уже в полном объеме. Вот так вот, несколько часов, немножко умения, чуть-чуть терпения. И прекрасная белая голова у нас готова. Еще одну блондинку мы вывели из ряда темных людей. Дайте ему кнопку. Лайк, подписка, комментарий. А если еще и репост будет, мега круто.
там уже твой. Наконец-то я блондинка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.